Привет! Вы на канале ProCuber, и в этом видео я расскажу о самых больших кубиках Рубика в мире. Когда люди видят большой кубик Рубика, они всегда задают одни и те же вопросы. Сколько в нем слоев, сколько он стоит, за сколько его можно собрать и чуть реже, где такой взять. На все эти вопросы я постараюсь дать ответы, а начну с того, где все-таки такой кубик можно достать. Приобрести классные головоломки можно в интернет-магазине моих друзей speedcubes.ru. У них огромный выбор головоломок, в том числе и биг-кубов, и постоянно появляются новинки. Они посещают заводы в Китае и со всеми производителями находятся на короткой ноге. Ребята располагаются в Питере, и у них работают два шоурума. Они смогут подобрать головоломку под абсолютно любой запрос, так как в этой теме они более 7 лет. Все ссылочки на них я оставлю в описании, а для моих зрителей действует специальный промокод на скидочку 10%. Будем двигаться от самых маленьких к самым большим, но перед этим чуть-чуть теории. Для кубиков Рубика стандартные размеры это от 2 на 2 до 7 на 7, а именно кубики 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6 и 7 на 7. Они стандартные, потому что их собирают на соревнованиях на скорость. Все размеры, которые больше 7 на 7, являются, если так можно выразиться, экзотическими. Но это не значит, что их не собирают на скорость. Их еще как собирают, и там даже есть свои неофициальные рекорды и много всего. 8 на 8. Кубик Рубика 8 на 8 это довольно непростая головоломка, которая предназначена для уже закаленных и опытных куберов, умеющих собирать как минимум 3 на 3, 4 на 4 и 5 на 5. Без знаний сборки этих кубов его собрать будет очень сложно или даже невозможно. Разнообразие восьмерок не так велико. На данный момент их, если не ошибаюсь, 3 штуки от разных брендов: Shenshow, Mouyu и Yousin. Кстати, интересный факт. В разработке восьмерки от Yousin участвовал профессиональный спидкубер и многократный мировой рекордсмен по большим кубам Кевин Хейс. Наверное, поэтому восьмерка от Yousin считается самой крутой и самой скоростной на рынке. На speedcubes.ru цены на все кубы 8 на 8 варьируются в диапазоне где-то от 2 до 4 тысяч рублей. Если честно, то не так и дорого за довольно большой кубик Рубика. Весит эта махина почти полкилограмма, а размер ее составляет примерно 80 мм. Профессионалы смогут собрать такую головоломку примерно минут за 5-7, а неопытному и часа будет мало. Следующие большие кубики Рубика это 9 на 9 и 10 на 10. Честно говоря, они мало чем отличаются, кроме, наверное, размера и цены от восьмерок. Все те же производители Shenshow, Mouyu и Yousin. Крутятся кубики 8 на 8, 9 на 9 и 10 на 10 тоже примерно одинаково. Есть заблуждение, что кубик 9 на 9 не сильно больше, чем 8 на 8. Как будто бы на один порядок всего. Но на самом деле кубик 8 на 8 состоит из почти 300 деталей, а кубик 9 на 9 включает в себя уже почти 400 деталей, что на четверть больше. А кубик 10 на 10 состоит из почти 500 деталей, что на 1/5 больше девятки. И это одна из причин роста цены на кубики больших размеров. Девятки на SpeedCubes стоят от 2 до 5000 рублей, а десятки где-то от 4 до 7000 рублей. Следующий кубик Рубика по размеру это 11 на 11. Его впервые выпустила компания Yousin примерно в далеком 2009 году, получается около 10 лет назад. Тогда это был самый большой кубик Рубика в мире в принципе, и насколько я помню, он был самым большим после 7 на 7, и это забавно. Этот кубик был необычной выпуклой формы, что на мой взгляд кажется совсем неудобным при сборке. Насколько мне известно, конструктивно такую форму было сделать легче, но это не точно. Этот кубик уже не найти, но тогда он стоил в диапазоне 8-10 тысяч рублей, что было довольно много. Но нужно не забывать, что заплатив эту сумму, можно было стать обладателем самого большого кубика Рубика в мире. Позже, спустя несколько лет, компания Shenshow, на мой взгляд, превзошла успех компании Yousin и смогла все-таки выпустить кубик 11 на 11 кубической формы, безо всяких скруглений.
Тогда компания Shanshou была лидером среди всех кубов, начиная от 4×4 и до 11×11. Примерно в этот период и появились кубики 8×8, 9×9 и 10×10 от Shanshou, про которые я говорил чуточку раньше. И еще спустя какое-то время компания Юсин обновила свой морально устаревший кубик Рубика и перевыпустила совместно с топовым спидкубером Кевином Хейсом обновленный Юсин Хуанлон из цветного пластика. Это было очень крутым шагом, поскольку это был первый цветной Биг Куб, а для Биг Куба это очень важный аспект – быть цветным. Наклейки постоянно отклеиваются и кубик выглядит неэстетично, с цветными такого просто не случается. На данный момент на SpeedCube с кубики 11×11 стоят в диапазоне от 6 до 8 тысяч рублей. А буквально месяц назад, наверное, вышел бюджетный 11×11 от компании Moyu. Стоит всего 6500 рублей и крутится за свою цену очень круто. Следующий большой кубик это 13×13. Тут у нас на данный момент два производителя. Один из них это Moyu. Кубик этого бренда был выпущен несколько лет назад, и хоть он и выглядит огромным и неповоротливым, но на самом деле он довольно хорошо крутится для своих габаритов и, честно сказать, неплохо срезает углы. Кубик от Moyu стоит целых 17 тысяч рублей. Это очень немалые деньги, но нужно не забывать, что внутри этого монстра чуть больше 1000 деталей, а весит он 1 с небольшим килограмм. На весу собирать такой кубик практически невозможно, поэтому многие собирают, положив кубик на колени или на стол. Кубик изготавливается из черного пластика, и он с наклейками. По моему мнению, это большой минус. А вот производитель Shanshou, который за последний квартал успел выпустить свою версию 13×13, этот момент уже учел, и их кубик изготовлен из цветного пластика. По цене он получился немного дешевле, в районе 13-14 тысяч рублей. Следующий кубик Рубика по размеру это 15×15. Компания Moyu выпустила его где-то год назад. Кубик очень хорош по качеству. Несмотря на огромное количество слоев, он прекрасно срезает углы, имеет отличный механизм и так же как и кубик 13×13 этого бренда, изготавливается из черного пластика с наклейками. На момент выхода этого кубика его цена была в районе 30 тысяч рублей. Но произошел забавный факт. Когда в этом месяце компания Shanshou представила свой кубик 15×15 за 19 тысяч рублей, то цена на кубик от Moyu сравнялась. Оба кубика 15×15 поставляются в крутой упаковке в форме чемодана с ручкой, что выглядит очень достойно и солидно. По внешнему виду и не скажешь, что внутри такая головоломка. Видно, что оба производителя постарались и подошли к разработке очень кропотливо. Далее следует царь всех кубов. Кубик Рубика 17×17. На данный момент это самый большой кубик Рубика массового производства в мире. Такой кубик Рубика стоит почти 50 тысяч рублей. А все потому, что он состоит из чуть более 1500 деталей. И каким-то образом оно все внутри крутится, функционирует и не разваливается. Просто технологическое чудо. Профессионалу, чтобы собрать такую головоломку, потребуется, наверное, 5-7 часов минимум. А новичку может и месяца не хватить. Кубик 17×17 это штука поистине уникальная и редкая. Выпустила его, кстати, фирма Юсин в единственном варианте, только из цветного пластика, что в принципе меня и радует. А масса этого монстра составляет около 3,5 килограмм. Это очень много. Если собрать такой кубик, то можно хорошо подкачать руки, совместить, так сказать, приятное с полезным. Вы, кстати, заметили, что на пути от кубика 11×11 до 17×17 не было ни одного четного куба. Все дело в том, что у четных кубов более замудренная и сложная для изготовления технология, и четные кубики получаются менее стабильными. Для биг кубов стабильность особенно важна. Никому же не хочется потом собирать свой огромный куб по деталям в случае, если он развалится. Кстати, не так давно в сеть просочилась фотография с кубиком 18×18, а также ходят слухи о том, что компания Юсин занимается разработкой кубика 19×19, так что, наверное, нас ждет в ближайшее время пополнение новинками. Следующий кубик находится немного особняком от предыдущих, потому что речь пойдет о кубике 33×33. Это самый большой кубик Рубика в мире, но не заводской, а самоделка, так сказать. Был сделан французским кубоделом в 2017 году.
Кстати, занесен в книгу рекордов Гиннесса, это вам не шутки. Кубик состоит из более чем 6000 деталей, а весит более 3 килограмм. Это просто мега кубище. Выглядит монструозно. Только представьте, что разработчику пришлось потратить около 5 суток чистого времени работы, чтобы приклеить стикеры. Я боюсь представить, сколько нужно времени, чтобы просто собрать этот кубик механически по деталям. 2 недели, может быть, честно, я не знаю. Весь кубик разработчик сначала смоделировал на компьютере, а потом напечатал детали на 3D принтере. Когда создатель этого монстра решил сделать этот кубик, по его словам, он просто хотел удивить своих подписчиков на ютубе и поставить себе задачу сделать такую головоломку, которая вызовет у него трудности. Я надеюсь, что он справился с этой задачей и доволен своей работой, потому что, по моему скромному мнению, это очень крутая головоломка, и человек реально заслуживает внимания и уважения. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео и вы еще не подписаны, жмите на колокол. Ставьте лайк, пишите комментарий и не пропускайте мои следующие видео. Больше контента от меня можно получить на втором канале, в инстаграмах. Все ссылочки на мои соцсетки будут в описании. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.